Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. За последние сутки крипторынок показывает себя только с хорошей стороны. Большинство монет у нас в зеленой зоне, однако биткоин подрос всего на 2%. Отличный рост показала монета Титан. Сегодня в конце ролика ее посмотрим. Шорты по биткоину снизились примерно на 6%. За последние дни не наблюдается никаких резких взлетов и падений как по шортам, так и по лонгам. Эфириум немного прибавил в шортах, плюс 4,6%, но это также не является каким-то резким скачком. Пока идет планомерное увеличение понемногу каждый день. Индекс страха и жадности снова переместился в диапазон просто страха, и сегодня это значение 27. Второй день подряд происходит увеличение данного показателя, а следовательно значит уменьшение страха и жадности трейдеров. Сезон альтов нас не особо радует, график данного показателя у нас обновил свой лой после того, как он вышел из зоны альт-сезона. Ликвидации за 24 часа было совсем мало, всего лишь 33 тысячи трейдеров потеряли свои деньги, когда примерно в среднем это бывает по 50-60 тысяч за сутки. В основном ликвидировало шортистов, более 76%. За последнее время топ социальной активности включил в себя не только шиткоины, но и достаточно хорошие монеты, такие как Polkadot, Hola, Digibyte, Uniswap, Cake. Можно будет присмотреться к данным монетам, так как они получили наибольшую популярность в социальных сетях за последнее время. Резерв биткоина на всех бирж остается примерно неизменным, вне зависимости от изменения цены. Данный показатель примерно на одном уровне во флете. Чего нельзя сказать о резервах эфириума на биржах. Он у нас демонстрирует уже несколько дней подряд падение. Резервы на биржах сокращаются, и сейчас они обновили лои. Это хороший знак, потому что по истории мы видим, что при снижении резервов цена у нас увеличивается. А значит, если продолжится снижение резервов, можно рассчитывать на то, что цена за эфириум пойдет выше. Что же касается резервов стейблкоинов на биржах, то они остаются на максимальных значениях, правда, хаи пока не перебиты, но нисходящее движение резервов прервано. Притоки биткоина на бирже также остаются на низких показателях, и за последние сутки приток на бирже оказался наименьшим практически за год. Майнеры же по-прежнему у нас активно не продают, при том, что хэш-рейт у них отскочил от дна, скорректировался, так сказать, но вниз пока идти не торопится. Вполне возможно, мы увидим дальнейший рост данного показателя. Из новых событий на монетах была добавлена новость о том, что на монете Nexa будет партнерство с новой компанией. Об этом они написали в своем твиттере. Партнерство будет заключено 7 июля, и если у кого-то есть данная монета, в ближайшие дни по ней может быть повышенная волатильность. К тому же эта монета будет листиться на бирже Bitfinex. Конкретной даты пока не озвучено, лишь указан месяц июль. В этом месяце монета Nexa появится на Bitfinex. Еще из интересного стоит отметить монету Helium. У нее произойдет 7 июля активация основной сети. Об этом они также написали в своем твиттере. Интересных новостей не так много, и вот несколько из них. Регулятор Каймановых островов сообщил об отсутствии лицензии у биржи Binance. За последнюю неделю кто только уже не наезжал на Binance. Все обвиняют данную биржу в том, что у нее нет лицензии якобы в этой стране. То в Британии, то в Таиланде. Сейчас Каймановые острова, корейцы тоже что-то недовольны. Как пишут СМИ, торговая площадка зарегистрирована на Каймановых островах. Однако управление денежного обращения Каймановых островов заявило, что биржа не имеет лицензии. Как же тогда была проведена регистрация? Если нет лицензии, то это не позволяет вести торговлю криптовалютами на этих островах или в пределах британских заморских территорий. При этом важно отметить, что данное управление официально так и не предъявило бирже никаких обвинений в возможных нарушениях. Binance же заявляет, что площадка всегда работала децентрализованно, поэтому ей вообще не требуется открытие каких-либо представительств в странах. И вообще Binance не управляется из Каймановых островов, как это заявляют СМИ. Так что пока это выглядит просто как какая-то неразбериха. Управление денежного обращения Каймановых островов заявляет, что Binance якобы зарегистрированы. Binance заявляет, что они не зарегистрированы, и лишь некоторые сотрудники у них зарегистрированы на данной территории. И вообще официального обвинения никакого не было. В общем, похоже просто на негативный вброс в сторону криптобиржи. И снова негатив, на этот раз в Иране запретят внутренние платежи в биткоине. Раньше в Иране никак это не регулировалось, не было ни разрешения, ни запрета, но на этот раз они решили все-таки выдвинуть законопроект, который запрещает использование внутри страны в качестве средства платежа всех криптовалют, кроме национальной. Однако стоит отметить, что правительство выдает разрешение на майнинг, но при этом запрещает использование крипты. То есть вы ее майните, но никак не используете. Интересный опрос. 44% инвестиционных директоров ожидают, что курс биткоина будет ниже 30 тысяч к концу этого года. Этот опрос проведен
провели на телеканале CNBC. В выборке было аж 100 таких директоров. 44% это была самая большая группа респондентов, и они считают, что курс биткоина будет ниже 30 тысяч к концу этого года. Четверть опрошенных ожидает, что биткоин вернется к 40 тысячам к концу года, и еще четверть ожидает, что биткоин будет по 50 тысяч. И наименьший процент, всего 6%, считает, что курс будет выше 60 тысяч долларов к концу этого года. В принципе, меня радует такой опрос, потому что, как известно, на крипторынке большинство никогда не зарабатывает денег. А если большинство считает, что цена будет падать, значит цена не будет падать. И наиболее правдоподобный прогноз — это как раз-таки респонденты, которые были в 6%, и которые считали, что курс крипты превысит 60 тысяч долларов к концу года. Теперь давайте посмотрим на графике, что у нас на биткоине. И на биткоине у нас пока все нормально. В данный момент на графике мы возле очень важной зоны. Это пересечение со скользящей средней 200-кой. Можно посмотреть на истории, как мы уже встречались с ней. То есть, когда мы были в восходящем тренде, мы от нее отскакивали. Когда мы пробили на объемах ее, мы так и не смогли ее нормально преодолеть. Лишь ложные пробои, а так постоянное снижение, попытки пробить ее снизу. Сейчас у нас снова уже третья попытка подряд. Здесь было неплохо, но опять-таки это оказалось ложным пробоем. Здесь еще одна попытка неудачная. И вот мы в очередной раз подошли к скользяшке. Пока объемов нет, а это значит, что и шансов пробить ее пока что маловато. Пока локально также у нас восходящий тренд. Здесь у нас ничего не меняется. И свой прогноз я также оставлю без изменений. Это рост в волне B. А если мы еще и скользяшку здесь пробьем на объемах, это будет вообще замечательно. И это подтвердит мои предположения на рост. По эфириуму мы находимся примерно в такой же позиции. Только стоит отметить, что после пробития данной скользяшки вниз мы всего лишь впервые столкнулись с ней, так сказать, очно. Объемов также нет. Свеча у нас ее пробила. Сейчас пытается закрепиться над ней. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а так, в принципе, это хорошо, что мы обновили опять хаи. Тренд восходящий у нас сохраняется. И свой прогноз я также оставляю без изменений. Это рост, предположительно, в волне B. По риплу у нас такого нет. По риплу мы еще даже и близко не подошли к этой скользяшке. Но пока тренд здесь также восходящий. Хаи повышаются, лои повышаются. И локально я здесь также ожидаю рост. Прогноз оставляю без изменений. Что у нас по доминации? По доминации у нас, как и предполагалось в прошлом видео, вот этот рост был всего лишь отскоком от нисходящего движения, и мы продолжаем падать. Если мы пробьем вот здесь вот лой, здесь у нас образуется дивергенция, а это значит, что вполне вероятно, как раз таки в этой отмеченной зоне мы снова развернемся и будем увеличивать доминацию битка. Напомнили мне про BitTorrent в комментариях, давайте глянем. У нас предыдущий прогноз завершился на вот этом треугольнике. Ожидалось его пробитие вниз, это в принципе был наиболее вероятный сценарий, но была надежда, что мы не будем здесь сносить лои и развернемся в восходящем направлении. Однако мы здесь дошли до размеченной зоны и в принципе больше не обновляли прогноз. А если бы мы его обновляли, то тут естественно входить бы не стоило, потому что летели мы и вот разворот только вот здесь какой-то наблюдается, после того как мы ударились в уровень поддержки. Так что прогноз на пробитие треугольника у нас сработал, то у нас сейчас наблюдается на графике. Мы пришли к пику волны 1 и в принципе здесь уже падать, конечно, ниже вообще не нужно, иначе все у нас поломается. И если мы это сломаем, данную разволновку, то лететь нам далеко и долго. Что у нас здесь локально? Если посмотреть на дневки, то мы имеем здесь отличный дивер на то, чтобы показать рост. Цена у нас обновила лой, но при этом индикатор его не обновил, а значит у нас есть вариант пойти повыше. Это отличный фактор на лонг, тем более мы отбились на объемах от уровня поддержки, сформировали здесь движение, похожее на импульс. Ну и давайте отметим, что здесь явно прослеживается и просматривается в плане структуры. Если здесь у нас волна 1, то расчетная зона волны 3 у нас будет вот здесь. Так что пока все нормально. Пока за основной сценарий можно взять это рост до отмеченной зоны. Но естественно во время роста стоит понаблюдать, как будет цена взаимодействовать вот с этой скользяшкой, и это будет, мне кажется, преградой на пути восходящего движения. Пока наиболее вероятный сценарий выглядит вот так. Еще просили монету интернет-компьютер посмотреть, что у нас было в прошлом прогнозе. Мы были здесь. Так, мы пришли в размеченную зону и отрисовали завершающую волну, формирующую заходной импульс. Все, у нас прогноз здесь сбылся. Что мы имеем на данный момент? Имеем снижение объемов, это значит вполне вероятно это коррекционное движение. И здесь также можно рассчитывать на дальнейшее продолжение роста с учетом всех имеющихся факторов. А это дивергенция на индикаторе, дивергенция на объемах, заходной импульс с нормальной структурой, при этом есть объемы в этом заходном. Также если глянуть
на дневку, например. Вот эта разворотная свеча у нас неплохо выглядит на объемах, такая растущая, причем две подряд и обе с увеличением объемов. Также дает надежду на дальнейший рост. Ну и давайте отметим расчетную зону для третьей волны. Она у нас вот здесь будет находиться примерно на цене $80-81 за ИЦП. Но, естественно, не стоит забывать про вот эту скользяшку. Она, как всегда, у нас станет преградой. Поэтому данная монета неплохо выглядит. Естественно, если кто-то будет заходить, то стопы по классике за основание импульса. Еще просили посмотреть монету Proton XPR. Что это у нас такое? Это какая-то хрень, если честно. Ликвидности здесь маловато. Какие-то тени, пампит ее. Ну, это такая манипулятивная монета, которая у нас даже лой обновила. Ну-ка, серьезно? Мы даже здесь обновили лой. Поэтому входить сюда точно не стоит. Это очень похоже на лотерею. То есть вот эта вот свеча явно была искусственная и запампленная. Засадила здесь кучу народу. Ну, а кто-то заработал здесь 70%. И такое постоянно. В общем, монета какая-то. Я бы такой стороной обходил. Суваться сюда не стоит и выходить при первой возможности. Посмотрим еще монету Титан. Она у нас показала большой рост, больше 37% за 24 часа. Давайте глянем, что у нас здесь на ней. Вот так она у нас выглядит. Сплошь зеленые свечи. При этом объем у нас идет все ниже и ниже. На что это у нас похоже? Объемы все ниже, индикатор все ниже. Мне кажется, если кто-то здесь в плюсе, то нужно просто закрываться и забирать прибыль. Потому что здесь по структуре просматривается вот такое. То, что это была уже тройка, здесь какая-то четверка. И мы сейчас идем дорисовывать пятерку. И мне кажется, не стоит ждать пятерку прям сюда в уровень, она может быть вполне себе укороченной. Если бы у меня была монета Титан, то я думаю, на этом росте у меня была бы уже прибыль. Вряд ли бы я вот здесь вот брал, скорее всего где-то здесь. Ну, стоит закрывать и уходить отсюда. Но влетать в лонги здесь точно я бы не стал, на росте этого делать не нужно. Да, здесь явно, смотрите, объемов по минимуму. Индикатор, конечно, прет вверх, но это все противоречиво. И здесь похоже на завершение пятой волны, на завершение структуры импульса. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!